Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Котики – наш главный стрессосниматель, и поэтому я рассказываю не только про диких кошечек, погладить которых удается не каждому, но и про породы домашних кошек. Кстати, из диких кошек самой приручаемой считается рысь. Ищите ролик о ней и о других мурлыках в плейлисте кошки. Ну а сегодня у нас в гостях милые уши. Встречайте шотландскую вислоухую породу кошек. Почему шотландскую? Чтобы ответить на этот вопрос, надо начать с истории. Первое упоминание об этих кошках, ну или похожих на шотландских вислоухих, встречается в литературе, описывающей белых длинношерстных кошек, живущих в Китае. Одно время представительниц этой породы даже назвали китайскими. Считалось, что они обитают только в этой восточной стране. Однако в 1961 году на одной из шотландских ферм родилась первая кошка со столь характерной формой ушей. Назвали ее Сьюзи. Матерью необычного котенка была обычная полудикая табби, это тоже порода, а отец предпочел остаться неизвестным. Среди котят, которых регулярно приносила Сьюзи, были и малыши с очень необычной формой ушей. Одна из таких кошечек в 1963 году попала в руки Мэри Росс. Ей дали имя Снукс. В первом же ее помете Мэри обнаружила белого котенка, внешний вид которого дал понять хозяйке, что она, возможно, присутствует при зарождении новой породы. Чтобы проверить свои предположения, она скрестила подросшего котенка с британской короткошерстной кошкой, а Снукс с британским голубым котом. В результате эксперимента родились котята, которые стали первыми представителями вислоухих шотландцев. Алгоритм выведения породы на научную основу поставили профессиональные заводчики и генетики. Было установлено, что характерная вислоухость обуславливается наличием особого гена. В случае возникновения комбинации, когда оба родителя имели сложенные вниз уши, у потомства возникали очень серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Селекционные эксперименты показали, что осложнений со здоровьем у котят можно избежать лишь в том случае, если кто-то из родителей имеет все-таки прямостоящие уши. На этой почве до недавнего времени зверьков с прямыми ушками называли британской короткошерстной, и только недавно фелинологи выделили отдельную породу, которую назвали Scottish Straight, шотландская короткошерстная. Эти кошки имеют прямостоящие ушки, а во всем остальном являются точными копиями своих вислоухих собратьев. Официальную регистрацию порода получила в 1994 году. Шотландская вислоухая кошка – это животное, главным экстерьерным признаком которого является особая форма ушей. Они загнуты вперед и вниз и по канонам не должны выступать за контур головы. Благодаря своему оригинальному внешнему виду представители этой породы пользуются большой популярностью среди любителей кошек по всему миру. Благородный нрав и природная игривость, чувство собственного достоинства и искренняя привязанность к дому и хозяевам создают неповторимый образ, отличающий шотландскую вислоухую кошку от других пород кошек. Scottish Fold может иметь самый разнообразный тон шерсти. Каких-либо конкретных требований стандарт породы в этом вопросе не предъявляет. Разнообразие
мастей – одна из черт, отличающая скоттиш-фолдов от других пород кошек. Шотландские вислоухие относятся к кошкам средних размеров, вес самки от 3,5 до 4,5 кг, самцы крупнее до 6 кг. Всем хорошо известно утверждение, что собака привязывается к хозяину, а кошка к месту. В случае со скоттиш-фолдом оба тезиса будут абсолютно актуальны и соответствовать действительности. Отправной точкой понимания особенностей характера вислоухой шотландки будет тот факт, что с самого начала зарождения породы шотландские вислоухие кошки выводились и содержались в исключительно домашних условиях. Скоттиш-фолды – это типичные домоседы, которые прекрасно чувствуют себя даже в условиях городских квартир. Представители этой породы очень привязчивы и чувствительны. Их может выбить из колеи не только перестановка мебели, чего, кстати, не любят кошки и других пород, но и длительное отсутствие хозяина. Одиночество для скоттиш-фолда хуже физической боли. Животное может даже впасть в депрессивное состояние. Особенно ранимы в этом смысле котята и молодые звери. Возможность постоянного позитивного общения с человеком для вислоухих кошечек просто необходима. Спокойный, уравновешенный, даже несколько флегматичный характер присущ практически всем представителям этой породы. Они очень ласковы и терпеливы. Случаи агрессивного поведения настолько редки, что многие, видя, как скоттиш-фолд отказывается идти на конфликт, думают, что он попросту боится. Это не так. Шотландец – это истинный джентльмен или леди и предпочитает светское решение проблемы, игнорировать невоспитанного забияку, будь то животное или человек. Если же скоттиш-фолд попадает в сложную ситуацию, то можете быть уверены, что он сможет сам за себя постоять. Шотландская вислоухая кошка прекрасно подходит семьям, где есть маленькие дети. Шотландец никогда не выпустит когти, пытаясь избежать навязчивых приставаний со стороны вашего чада, а просто предпочтет аристократично удалиться. Практически всегда он найдет общий язык с другими домашними питомцами. Многие с удивлением отмечают, что кажущаяся пассивность и показная медлительность никоим образом не мешают порой очень яркому проявлению охотничьего инстинкта. Внешний вид бывает обманчив, и даже кошка, любимым местом которой является диванная подушка или колени хозяина, никогда не откажется поразмяться, охотясь за бантиком. Еще одна интересная черта характера скоттиш-фолда – это удивительный для животных практицизм, хотя речь в этом случае идет даже не о чертах характера, а об интеллекте. Кошка никогда и нигде не считалась глупым животным, но все хозяева вислоушек отмечают их поразительную способность дифференцировать получаемую извне информацию и использовать лишь ту, которая им будет выгодна и может пригодиться в жизни. Механизм подобной избирательности с точки зрения человеческой логики объяснить сложно, да и не так уж и нужно. Благодаря такой особенности шотландские вислоухие очень хорошо обучаются и воспитываются. Важно только найти с ними общий язык. Кстати, об языке. Часто скоттиш-фолда называют кошкой без голоса. Это не совсем справедливо, просто звуки, которые эти животные издают, действительно мало напоминают кошачье мяуканье и несколько скрипучи. Но можно ли считать это недостатком? Шотландцы грациозны и красивы, поэтому по праву считаются украшением любого дома. Они очень игривы, особенно молодняк. Взрослых особей отличают степенность, невозмутимость и аристократизм, а умение стоять столбиком или спать
на спине умилительная совиная мордашка сделали скоттиш-фолдом героями многочисленных фотосессий. Неважно, живете ли вы один или у вас большая дружная семья, шотландская вислоухая кошка будет всегда гармонично смотреться в вашем доме. Внимание! Доброе слово и желание понять питомца – вот главные слагаемые многолетней дружбы. Стоимость такой умной шотландской аристократки будет варьироваться от 15 до 60 тысяч рублей. А вам нравятся такие ушки у кошки? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!